Я полностью удалил из своей работы TradingView и больше на него не захожу и не заходил последние 2 месяца. Специально для этого ролика я сейчас открыл как раз таки этот самый TradingView с его графиками и скажу вам так, он мне совершенно не подходит. На его место пришел только наш торговый терминал, наш скринер бинарных опционов. Год назад я записывал ролик, что мы создали скринер бинарных опционов. Сейчас можете увидеть на графике, как он выглядел. Спустя год мы переросли с обычного скринера в полноценный торговый терминал. Сегодня я вам расскажу про наши последние обновления, что мы в них загрузили, и в конце вам покажу самую киллер-фичу, которой нет ни у кого, а если появится, то это будет только наглая копия и пародия. Что такое скринер? Да? Скринер — это то, что помогает вам в моменте анализировать графики. Это как раз-таки один из наших функционалов, как раз-таки режим сетки. То есть вы в мультиграфиках, в сеточном режиме, мультиграфики, на TradingView это называется суперграфики, можете видеть одновременно сразу до 15 активов у нас. То есть на текущий момент у меня 15 открыто. И прямо одновременно анализировать можно их. То есть где-то сигналы какие-то отрабатывать, где-то какие-то построения видеть, менять таймфреймы. Как одновременно на всех активах, сейчас видим M2 включил, а можно же менять как раз-таки отдельно. То есть отключив всего лишь массовые действия, вы на каждом из графиков можете выбирать свои таймфреймы, разные активы. Например, здесь евро-чиф, здесь тоже евро-чиф установить, но с разными таймфреймами, с разными инструментами, с разными индикаторами. Также, нажав на один из графиков, выделяем его таким фиолетовым как раз-таки прямоугольничком и нажимаем кнопку «Купить» или «Продать», соответственно. То есть мы видим, где у нас будет открытие сделок. Кстати, давайте-ка я переключу сейчас на темную тему, включаю темную тему и просто выбрав, опять же, нажимаем «Купить», «Продать». То есть вот она, подсветка происходит, слегка зелененькая или же красная при нажатии «Продать». Но вы скажете: Ник, да все это мы уже не раз видели, ты уже показывал в своих обзорных роликах ранее, что вы там сделали? Просто открываю график на весь экран, приближаю, давайте 5-секундный включаю, здесь более заметно. Мы добавили, во-первых, плавность. Кто-то скажет: ух, да, господи, что это за обновление? На самом деле это очень мощное обновление. Потому что изначально немножечко не получалось сделать, нашли хороший способ решения, идеально все сделали. Теперь также таймер отображается не в стороне, а все рядом со свечой. Все, чтобы было вам комфортно работать, анализировать. Также, что из обновлений у нас нового? Во-первых, это как раз-таки настройки, которые я уже открывал. Теперь они разделены на рынок, терминал и звуки. То есть такие 3 вкладки. На смартфоне это теперь более удобно выглядит, на компьютере также грамотно, удобно расположение сделали. Делаем мы такие расположения именно не просто так, потому что мы анализируем каждую кнопку. Мы буквально каждую кнопку на нашем сайте анализируем и просчитываем, там она находится, не там, как часто на нее нажимают, почему она именно здесь, потому что любая из кнопок имеет свое предназначение, поэтому мы их разбиваем на категории и располагаем именно в таком порядке. То есть что реже используется, то глубже, что чаще используется, то ближе вам к глазам под рукой. То есть рынок теперь разделен на такие настройки. Что они означают? Можете посмотреть один из предыдущих роликов. В описании будет ссылка на предыдущий обзорный ролик, что означает каждый настроек. То есть реал здесь включение-выключение OTC, можно выбрать, какой тип рынка открывать, например, сделки. Также все проценты доходности, интервалы, все здесь есть. Также при желании можно отключить как раз-таки анимации. Анимации, вот так вот, полную анимацию отключаем, графики становятся у нас более дерганными, нету больше плавности. Как раз-таки это и есть вот эта самая настроечка. Просто включаю. Далее, по умолчанию, масштаб графика крупный, мелкий или же средний, как вам удобно. То есть все массово меняет, то есть всего торгового терминала настройки, поэтому они находятся в терминале. Массовые действия, таймфреймы, скрипты — это как раз то, что я вам говорил. То есть когда таймфреймы переключаем, то есть время каждого графика одновременно меняется. Если выключаем данную настройку, как раз-таки вот этот таймфрейм выключено, например, то будет меняться только что-то одно. Так, это беглый. Проходим по настройкам для тех, кто еще не в курсе и кто сразу не перешел посмотреть предыдущий ролик. Скрипты — тот же самый принцип. То есть открыли скрипт на одном графике, он открылся на всех одновременно. Кнопки в панели — это вот эти самые кнопки множителя. Лимит по суммам сделки — это для новичков, которым нужно эту настройку включать для того, чтобы случайно не потерять свой депозит. То есть мы все эти настройки не просто так добавляем, а чтобы вы обучались безопаснее работать и чтобы как раз-таки подходили более осознанно к своей торговле. Сигналы скриптов также можно включить-выключить. Это как раз-таки когда сигналы buy-sell на графике появляются от каких-то торговых ботов. И можно менять здесь звуковые уведомления. Например, выбирать то, что удобно именно вам. Звуки сделок есть как раз наши стандартные, минималистичные, а есть звуки Pocket Option, уже многие привычные. Пожалуйста.
И, соответственно, настраиваем громкость тише или громче, как вам нужно, так настраивайте. Все настройки полностью кастомизируются под вас. Статус автоторговли включено, например, статусы по автоторговле. И громкость данных статусов также можно регулировать. Это отвечает за звуки, например, каких-то ошибки, закрылась торговая автоматическая сессия, активировано, все это как раз-таки вот это отвечает. Нажатие по интерфейсу включено, то есть это когда вы нажимаете на какие-то кнопочки. То есть вот сейчас я нажал, включил, вот они, щелчки есть. Если выключаем, то щелчков, соответственно, не будет, никаких щелчков нету. Я включаю, мне нравятся очень приятные такие нежные звуки. И также, помимо всех настроек, мы добавили горячие клавиши. То есть они у нас уже изначально были, мы расширили некоторый их список и также добавили виртуальную клавиатуру, которая вам уже прямо здесь подсказывает, какая клавиша за что отвечает. Например, нажали двойку, это значит переключение на таймфрейм S15. Вы можете также наводить на настройки, и у вас, соответственно, клавиатура показывает, подсвечивает, за что отвечает каждая из клавиш. То есть такого тоже ни у кого нету. По сути, мы везде первопроходцы. И все, кто, конечно же, что-то пытается делать, по сути, через нейронные сети пытаются лишь нас копировать, нас клонировать. Как бы этого не хотелось, но это, к сожалению, реальность. Да, всегда кто-то будет повторять, подражать, но я скажу честно, что нам приятно, что с нас копируют. Это уже большой уровень, я считаю. Следующим шагом, что мы сделали, что мы обновили. Переходим в режим авто. Если у вас никакой из ботов не применен, то есть никакой из торговых инструментов, индикаторов не применен, можно применить по коду. То есть, например, я нашел какую-то хорошую проходимую стратегию, или вы нашли. Вы можете создать код этой стратегии, а ваш друг, другой трейдер может применить по коду. Вставляете сюда код, который вам дали, просто нажимаете «Проверить», и автоматически все настройки по автоторговле подтягиваются. То есть это именно как раз-таки... Например, давайте включу ботом, Adaptive SR Zone, подтягиваются вот эти все настройки. То есть, что за стратегия была включена, какая первая сумма сделки, коэффициент, максимум шагов, вообще все, что здесь есть в данном списке, в данном сводке, как раз в данной сводке настроек, все это включается. Скоро вам покажу нашу главную фичу, а пока что показываю. То есть, вот здесь важно переключать бота. То есть, если у вас открыто несколько инструментов на графике, обязательно смотрите, что у вас открыто. Какой тип счета вы выбрали, демо или реал. Демо фиолетовое, реальный это желтое. Далее 3 точки нажимаем, здесь находится история автоторговли и поделиться конфигурацией. То, о чем я говорил, вот эта конфигурация, которая сейчас у меня настроена, я могу поделиться и кому-то ее отправить, чтобы кто-либо ее применил. К примеру, я удаляю все с графика, нажимаю как раз авто, применить по коду, нажимаю проверить. Вот они, все мои настройки. К примеру, меня все устраивает, я нажимаю «Применить». Бот сразу не запустится, он лишь запустил всех ботов и открыл вам настройки примененные. И здесь вы уже сами можете донастроить под себя, изменить первую сумму сделки, там, множитель поменять, максимум шагов, все это меняется, все это настраивается. Также видим, вроде бы перегруз, 15 графиков, это же так много, вот они, 15, какая-то каша на экране, что делать? Можно какие-то из них, например, закрыть графики, а можно перейти в настройки и включить любимую мою боковую панель, сеточную переключаем на боковую, или мобильный, минималистичный вид, где только график и все настройки находятся справа. Выбор активов справа находится соответственно. Выбор таймфрейма находится у нас соответственно в данном углу экрана, то есть стандартное расположение. И также мы добавили индикаторы, то есть стандартные индикаторы с Pocket Option плюс какие-то свои кастомные сделали, то есть может еще какие-то интересные кастомные будут, мы все их сюда добавим. К примеру, Average Support Resistance, то есть уровень поддержки сопротивления, зигзаг каналы, все это есть. То есть то, что помогает нам именно работать, анализировать график и принимать какие-то торговые решения. Можно массово удалить все скрипты или же по отдельности. Удаляю. Следующее, что мы обновили, давайте я включу для начала свою боковую панель, просто чтобы мне уже было привычнее. Включаем такую боковую минималистичную панель, которая у нас здесь отображает. Можно выбирать какие-то флажки, то есть которые также полностью настраиваются. Можно актив закрепить, открепить, если вы с ним, например, перестали работать. Нажимаем на аватар. Здесь как раз-таки находятся все основные сводка по вашему счету. Например, сейчас включим демо-счет. Сделки, оборот ваш текущий и прибыль. Нажимаем обзор аккаунта, и здесь мы, например, включаем реальный счет за последние 7 дней. Можем увидеть за последние 7-30 дней, за все дни вообще, или за какой-то определенный период всю вашу статистику. То есть для того, чтобы понимать, какая у вас общая динамика, какое у вас движение происходит. И вводя на график, вы можете видеть, где какой прирост или же убыток у вас был. Закрываем данное окно. И перехожу к самой главной фиче, которой нет ни у кого. Какого-нибудь бота запустил, например,
Нажимаю авто, перехожу вниз настройки и включаю уведомления в Telegram. То есть видим, что пишет. Бот пришлет в личку, Telegram, сводку запуска, ход каждой серии, одно живое сообщение, шаги дописываются в него. И причина остановки, например. Я включаю просто Telegram-бот и нажимаю запустить на демо, для того, чтобы вам просто показать. Открываю наш Telegram-бот и видим такую сводку по запуску. Как раз таки сообщения. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы могли... Включили, если на компьютере, взяли с собой просто смартфон. Всегда у вас в рукой находится ваш, по сути, торговый терминал. Взяли, нажали кнопку «Стоп», например, пауза. У вас торговля остановилась, стала на паузу. Нажали «Продолжить», просто «Продолжить» нажимаем. Все, торговля продолжилась. Также сюда будут приходить вам сообщения о закрытых, открытых сериях сделок, о закрытых, открытых сделках. То есть все отображается. Текущая серия, итог, сколько сделок было закрыто. Все отображается здесь. Но на самом деле это всего лишь верхушка айсберга, все еще, потому что самое главное теперь ваш торговый терминал всегда под рукой. Просто нажимаете кнопку, как раз называется она, видим, запустить терминал на смартфоне. На экране у вас сейчас он находится вот здесь это. Нажимаем запустить. То есть принцип одинаковый. Что на смартфоне, что я сейчас на компьютере запустил. Все, открылся торговый терминал. Включаем, например, тему темная, ночная тема. Все, вот он, торговый терминал у вас в кармане всегда. Это полноценное, по сути, мобильное приложение, которое будет работать на Android, на как раз-таки айфонах. Просто нажимаем кнопку, давайте здесь нажму, и открывается мобильная версия приложения прямо у вас в телефоне, которая интегрирована, которая полностью адаптирована и полностью стабильно работает. То есть весь тот же самый функционал, что на компьютере, то же самое вы увидите у себя в мобильном приложении. И при желании можно добавить на главный экран, вам предложит наше приложение само при первом запуске. И такая кнопочка, вот оно, мобильное приложение. Один раз нажал, и наше приложение запущено. Все работает буквально у вас в кармане. То есть где бы вы ни находились, всегда можно провести анализ рынка. И это не значит, что нужно себя торговать. Но можно посмотреть в целом, что происходит с рынком, что происходит с ситуациями, что-то поизучать, понажимать кнопки, потыкать кнопки, как я это называю, для того, чтобы научиться пользоваться. И самое главное, ссылка находится в описании под этим видео на наш торговый терминал. А еще самое главное, что мы никого не ограничиваем во времени использования. Получили вы наши инструменты, пользуйтесь сколько угодно, общайтесь в чате, задавайте вопросы, изучайте и просто общайтесь. Надеюсь, это видео было для вас полезное, в котором я показал самые последние наши обновления на наш самый первый в мире скринер, вообще торговый терминал бинарных опционов, аналогов которому нету. Есть только копия, а вот такого уже вы уже точно не найдете, потому что мы всегда будем на шаг впереди, потому что мы сами разрабатываем весь функционал, каждую кнопку, и поэтому желаю вам много денег, увидимся в следующих роликах, пока-пока.